Продолжаю серию видео о советских самодельных головоломках. Сегодня я покажу вам головоломки, которые придумали и изготовили изобретатели из Кривого Рога Александр Дремов и Галина Шевцова. Все эти головоломки были в свое время подарены авторами Анатолию Тимофеевичу Калинину, а сейчас они находятся в моей коллекции. К сожалению, мне не удалось найти никакой дополнительной информации об этих изобретателях. Если вы были знакомы с ними, то свяжитесь со мной, пожалуйста. Эти головоломки сложно не опознать. Если вы видели хотя бы одну из них, то в следующий раз наверняка определите авторство у любой другой их головоломки. Все дело в упаковке. Очень малый процент изобретателей задумывается об упаковке своих самодельных головоломок. Я знаю это на своем опыте. В лучшем случае я упаковываю свои головоломки в прозрачные пакетики. А здесь для каждой головоломки была изготовлена индивидуальная коробочка, раскрашенная вручную, в едином узнаваемом стиле. На каждой коробочке нарисован логотип. Но вернемся к самим головоломкам. Первое, думаю, вам знакомо. Это кубики-перевертыши. Процитирую кусочек статьи из советского журнала. Патент на перевертыши был выдан во Франции в 1981 году. А в это время у нас в стране, в городе Кривой Рог, молодой изобретатель Александр Дремов с женой и сыном играли в эту головоломку, которую придумали сами, из-за того, что кубик Рубика в их городе не продавался. Таким образом, получается, что кубики-перевертыши, как и молдавская пирамидка, были независимо изобретены и в СССР, и за рубежом. В дальнейшем эта головоломка производилась в СССР серийно, но, к сожалению, мне неизвестно, была ли взята за основу зарубежная головоломка или вот этот криворожский вариант. А вот следующая головоломка уже уникальна. Это пирамидки-перевертыши. Как видите, оригинальное название головоломки – загадочные пирамидки. Эта головоломка стала победителем конкурса «Игра 82», организованном газетой «Комсомольская правда». Пирамидки-перевертыши, так же как и еще некоторые головоломки, которые вам дальше покажу, была запатентована. Позднее ограниченным тиражом была выпущена головоломка с немного уменьшенным полем. А я в прошлом году сделал свою реплику этой интересной головоломки. Продолжением серии перевертышей стала головоломка «Симметрия». Идею авторам подсказал Анатолий Тимофеевич. На коробке сохранилась красивая написанная благодарственная надпись. К головоломке прилагаются карточки с заданиями. Следующие три головоломки относятся к лабиринтам. Две головоломки имеют одинаковое название – «Новый лабиринт».
Эти лабиринты очень похожи, но размеры и формы лабиринтов разные. В лабиринте с шариками поле размером 4×6, а в лабиринте с шайбами 4×5. В маленьком лабиринте расположение перегородок обозначено черточками. К этим головоломкам, к сожалению, не прилагаются задания. В маленьком лабиринте они, думаю, очевидны. Вот один из вариантов решенного состояния. Затем какие-то столбцы можно поменять местами. А вот в большой головоломке возможно как минимум два задания. Я разместил шарики по порядку, но их можно также расположить по рядам. Заглушка не оригинальная, это мой небольшой апгрейд этой головоломки. Также к лабиринтам относятся шарики в лабиринте. Я не знаю, изготавливали ли Дремовы самодельный вариант, но головоломка была ими запатентована. У меня в коллекции находится серийно выпускавшаяся головоломка. Внешне она очень похожа на минус-шарик, но немного больше его по размеру. Я сделал пару попыток решить ее, но у меня пока не получилось. Мне неизвестно, в каком порядке были изобретены эти головоломки. Возможно, новые лабиринты были упрощением шариков в лабиринте, а может быть наоборот. Следующая головоломка называется кроссворд. Она мне очень понравилась. Я ранее снял отдельное видео про нее, поэтому рассказывать сегодня ничего не буду, только покажу. Последняя головоломка называется «Поменяй-ка». К сожалению, клей, которым были соединены детали из оргстекла, со временем побелел. В головоломке 30 фишек, 15 светлых и 15 темных. В основании имеется 16 гнезд, где эти фишки могут располагаться. Также 16 гнезд расположены в подвижной пластине. При перевороте головоломки, при наличии свободного гнезда, фишка может переместиться из основания в подвижную пластину и наоборот. Задание, я думаю, состоит в том, что нужно разместить все темные фишки в основании, а все светлые фишки в подвижной пластине, а потом поменять их местами. Кроме этого, можно попробовать выложить узоры, например, шахматной или полосками. Как всегда, ссылки на эти головоломки с подробными фотографиями будут у меня в описании.